Приветствую всех на моем канале о вязании. Меня зовут Алена. И сегодня я хочу предложить вам связать замечательный детский комплект жилет с косами и брючки. Текстовое описание я оставлю в своем телеграм-канале. Описание есть на рост 68-74, это на возраст 6-9 месяцев, и на рост 86-92, это 1,5-2 года. Видео МК у меня на возраст 6-9 месяцев. Вязала я для благотворительного фонда «Чаровницы добра». Пряжа это спонсорская. Это замечательный состав. Это шотландская шерсть, Шетланд, в 100 граммах 625 метров. Состав 80% шерсть Шетланд и 20% акрил. Производитель Зегна Баруфа. Я вязала в 2 ниточки, получается приблизительно метраж 300-350 метров. Пряжа до ВТО немного грубовата, вязать с нее не так комфортно, как, например, там с мериноса. Но после стирки пряжа шикарно раскрывается, имеет легкий пушок и становится мягкой и приятной. Колкость минимальная. Моя плотность вязания совпадает с плотностью в описании, поэтому я ничего не пересчитывала. В 10 сантиметрах, то есть 10 на 10, 22 петли и 31 ряд. Если ваша плотность не будет совпадать с плотностью, которая есть в описании, то у меня на канале есть видео, как пересчитать плотность под свою. Спицы я использовала номер 4, как на основное полотно, так и на резинку. Расход всего 140 грамм, меньше немножко пошло на жилетку и немного больше на брючки. Где-то 60 грамм жилетка и 80 грамм штанишки. Жилет вяжется отдельно, спинка и перед. Но если кто-то хочет, можно вязать и по кругу до пройм. Потом уже делить на перед и зад и вязать по отдельности. Я вязала отдельно. Перед с V-образным вырезом. Вырез горловины обвязан крючком ращим шагом. Правое плечо остается открытым. Выполняются 2 навесные петли и пришиваются пуговки. Навесные петли вяжутся крючком. Узор абсолютно несложный, это обычная коса с чередованием изнаночной глади. Петли на пройму я набирала и вязала не по кругу, а пока не сшито еще изделие, а просто вязала поворотными рядами. Закрывала исландским способом закрытия петель. Брючки вяжутся снизу вверх. Отдельно вяжем 2 брючины. Я вязала не по кругу, но опять-таки для кого это не очень комфортно или удобно, можно по кругу связать до того момента, пока мы будем их объединять вместе. Затем брючки объединяем, добираем между ними петли для клина и далее вяжем по кругу. Делаем по бокам убавочки с 2 сторон и в конце работы при помощи укороченных рядов поднимаем заднюю часть, для того чтобы была правильная посадка сзади и ребенку было удобно. Затем вяжем кулиску, продеваем эластичную тесьму. Вместо тесьмы можно связать шнурок и вдеть в кулиску. Я вам вкратце рассказала, как вяжется такой комплект, а теперь давайте приступим к более подробному описанию и начнем вязать жилетку. На спице номер 4 набираем 63 петли. Я набираю немецким эластичным набором. Покажу, как этот набор выполняется. Более подробное видео у меня есть на канале. Если вы не знаете, как набрать таким набором, можете посмотреть или набирайте тем способом, который вам удобен и который вам больше нравится.
После того, как набрали 63 петли, вяжем 3 ряда лицевой гладью. Далее продолжаем вязать 2 сантиметра резинкой, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля. После того, как свяжем резинку, будем вязать узором коса. Я связала резинку, и теперь будем начинать вязать уже узором. Узор вяжем по схеме. Раппорт узора 8 петель, и на схеме даны только лицевые ряды. В изнаночных рядах все петли надо будет вязать по рисунку. Раппорт постоянно повторяем и заканчиваем петлями после раппорта. С 1 по 4 ряды постоянно повторяем высоту. Итак, давайте распределим узор. Первую петлю мы провязываем кромочную, затем провязываем изнаночную петлю и начинаем вводить раппорт. По схеме у нас 3 лицевые, и 5 изнаночных петель. Три лицевые, 5 изнаночных мы повторяем до конца ряда. В конце ряда заканчиваем петлями после раппорта и изнаночной и кромочной петлей. Следующий ряд изнаночный мы вяжем, как смотрят петли. Следующий ряд третий. По схеме мы должны уже делать перехлесты. Первая петля кромочная, изнаночная петля постоянно здесь вяжется с этой стороны и с этой стороны. И вот первые 3 лицевые петли, нам надо перекрестить их налево. Одну петлю мы снимаем на вспомогательную спицу, или я не пользуюсь вспомогательной спицей, просто ее оставляю впереди, перед работой. Провязываю 2 лицевые петли, и затем провязывается петля со вспомогательной спицы лицевой. Давайте покажу, как я это делаю. Я завожу спицу назад, подхватываю 2 петли, меняю местами с первой петлей, одеваю их на левую спицу, провязываю лицевой и провязываю первую петлю, которую переместила я после этих 2 петель, лицевой петлей. И у нас получается, перекрестили мы налево, у нас наклон налево. Дальше мы вяжем петли изнаночные, 5 петель, и опять мы делаем точно так же перехлест налево. Вяжем косу. Так мы вяжем до конца ряда. И 4 ряд, изнаночный ряд, мы вяжем, как смотрят петли. Таким образом мы вяжем узор 14,5 сантиметров. Повторяем раппорт, высоту с 1 по 4 ряд. Я провязала 14,5 сантиметров от планки. И теперь надо нам закрыть для пройм с обеих сторон один раз 2 петли, и затем в каждом втором ряду 4 раза по 1 петле. При этом мы вяжем рисунок, закрываем 1, 2 петля. Далее мы здесь вяжем лицевые петли. Дальше по рисунку, и точно так же с этой стороны петли будут убавляться, и здесь уже переброски мы никакие делать не будем. Провязываем ряд до конца, переворачиваем на изнаночную сторону, и с изнаночной стороны закрываем для пройм 2 петли. Закрываю я изнаночными петлями, здесь у меня смотрит как лицевая, я подхватываю за заднюю стенку, или если вам удобно, то можно ее перевернуть, и провязываю ее изнаночной. Одну петлю закрыли и закрываем вторую. Вяжем до конца ряда, как смотрят петли. В конце изнаночного ряда мы не довязываем 2 петли. Мы это делаем для того, чтобы избежать ступенек при закрытии проймы.
Ниточку мы оставляем перед работой, и 2 недовязанные петли мы снимаем на правую спицу. Переворачиваем работу и начинаем делать убавление по одной петле в каждом втором ряду 4 раза. То есть мы вот эти вот 2 петли мы провязываем вместе лицевой. И это у нас и есть одно убавление. Я довязала до конца ряда, и теперь с этой стороны точно так же мы закрываем. Оставляем 2 петли не провязанными. Нить перед работой, снимаем их на правую спицу, переворачиваем работу. И с изнаночной стороны мы эти 2 петли провязываем тоже лицевой. 2 петли провязываем вместе лицевой. Дальше мы вяжем точно так же, еще закрывая по 3 петли с каждой стороны. Я закрыла петли для проймы, и дальше мы вяжем по рисунку, пока у нас от планки не будет 24,5 сантиметров. После этого мы провязываем еще 2 сантиметра резинкой 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная, и все петли закрываем по прямой. Всего получится 26,5 сантиметров от резинки. Перед вязать так же как спинку, но с V-образным вырезом горловины. Для этого через 15,5 сантиметров от планки нам надо закрыть среднюю петлю и обе стороны уже закончить раздельно. Для скоса выреза сделать убавки в каждом втором ряду по краю выреза 9 раз по одной петле. Итак, я провязала подрезы, уже закрыла с обеих сторон, и сейчас уже буду делить работу пополам. Мы провязываем до маркера, которым я обозначила среднюю петлю, и сначала эту сторону мы закрываем петли и довязываем, затем переходим на эту сторону и отдельно довязываем ее. При этом не забываем, что нам надо делать убавки для пройм. Сейчас у меня идет первая убавочка. Я 2 петли вместе провязываю лицевой и вяжу до последних 3 петель перед маркером. Доходим до конца ряда. У нас 3 петли, которые нам надо оставить для того, чтобы сделать убавление, захватывают одну петлю из косы. Мы что делаем? Мы эту петлю оставляем для того, чтобы сделать потом убавочку, а вот эти вот 2 петли мы между собой перекрещиваем, для того, чтобы рисунок не нарушался. То есть мы не из 3 делаем перехлёст, а из 2. И дальше мы делаем убавки. С этой стороны у нас должна быть убавочка, которая будет смотреть вправо. Для того, чтобы был наклон вправо, нам надо провязать петли, перевернув лицевую петлю вот таким вот образом и провязать за передние стенки. Последняя петля провязывается изнаночной. Все, мы провязали, и у нас здесь и рисунок сохраняется, и убавление мы сделали. Переворачиваем работу и вяжем изнаночный ряд до последних 2 петель. 2 последние петли оставляем, снимаем нить перед работой, для того, чтобы с обратной стороны сделать еще одну убавку. И повторяем таким образом мы на протяжении работы 9 раз по одной петле. Если вам надо сделать убавочки и петли расположены вот таким вот образом, то изнаночную мы переснимаем, лицевую меняем, обратно одеваем изнаночную петлю и провязываем за передние стенки. И последняя у нас изнаночная петля.
Для скоса выреза я сделала все убавления 9 раз по одной петле. И теперь вяжем прямо, так же как на спинке, такое же расстояние. Мы можем померить это, посчитав кромочные петли. Можно, так как здесь коса, то можно посчитать, сколько косичек вы связали. Через 24,5 сантиметров, так же как и на спинке. Продолжаем вязать резинкой 2 сантиметра и закрываем все петли. Петли резинки я закрываю, как смотрят петли, чередуя лицевую и изнаночную петлю. Если у нас лицевая петля, я провязываю лицевой и закрываю ее. Если изнаночная, я провязываю изнаночной и закрываю. Я связала левую сторону. А теперь приступаем к вязанию правой стороны. Вяжем все точно так же, только у нас убавочки по правому краю будут делаться с наклоном влево. Для того, чтобы сделать убавки с наклоном влево, мы делаем как протяжку или же провязываем как лицевые бабушкины петли за задние стенки. Вот эту вот петлю, которую мы отложили, как бы отметили маркером, мы ее должны закрыть. Это средняя петля. Закрываем просто обычным способом. Берем ниточку, присоединяем. Закрываем первую петельку. И начинаем сразу же делать убавление. Закрыть можно вот таким вот способом. Провязываем ее, следующую петлю провязываем тоже лицевой и закрываем. Все, это у нас теперь будет кромочная петля. Здесь подтянули ниточку. И у нас следующие 2 петли закрываем с наклоном влево. Можем снять петлю, провязать следующую лицевую и накинуть ее. Будет наклон влево. А можно, как я вам уже сказала, как лицевые провязывать. У нас лежит она как изнаночная, мы переворачиваем как лицевую, и следующая лицевая тоже лежит она как бабушкина петля, и провязываем за задние стенки. Тоже будет наклон влево. Дальше вяжем по рисунку. Здесь у нас 2 петли, мы их перекрещиваем, чтобы сохранить узор. Вяжем до конца ряда и не забываем делать убавление для пройм. Я связала 2 детали, и теперь будем их сшивать и выполнять обработку горловины и пройм. Для начала нам надо выполнить левый плечевой шов. Сшивать я буду с внутренней стороны, с изнаночной, при помощи крючка. Прикладываем 2 детали лицевой стороной вовнутрь. Берем ниточку и начинаем сшивать плечо. Подхватываем внутренние стенки петель, вытягиваем петлю. Дальше следующие 2 стенки, еще одну вытягиваем петлю, и эту петлю мы уже протягиваем через первую. И так продолжаем со следующими петлями, вытягиваем, протягиваем через предыдущую. Ниточку не затягиваем. Так, соединили детали и закрепляем нашу петельку. Ниточку обрезаем. У нас получился вот такой вот аккуратный шов с внутренней стороны, и с внешней стороны тоже аккуратно все и красиво. Правое плечо мы сшивать не будем. На задней планке правого плеча мы сделаем 2 навесные петли для пуговиц при помощи цепочки из 5 воздушных петель. Пуговки я уже подобрала. Вот такие вот яблочки. Но прежде чем
делать это плечо, мы обвяжем с вами проймы и обвяжем горловину. Чтобы пройму не вязать по кругу, для удобства мы пока что боковые швы не будем делать, а наберем петли и будем вязать поворотными рядами. Затем, когда свяжем, уже пришьем детали друг к другу. Как набрать петли на пройму, у меня есть отдельное видео на канале. Там есть разные способы и методы. Я в данном случае чаще всего набираю таким способом. Я набираю из 2 кромочных петель. А затем я нахожу здесь такую вот перемычку между петлями кромочными и вытягиваю из нее еще одну петлю. Затем опять 2 кромочные и находим вот эту вот петлю промежуточную и вытягиваю петлю. После того, как вы наберете петли, следующий ряд изнаночный провязываем лицевыми петлями. Затем вяжем 1 сантиметр резинкой 1 на 1, так как мы вязали планочки и резинку, и 2 ряда лицевой гладью вяжем. Затем все петли закрываем. Я связала планку для проймы. Теперь я закрываю петли исландским способом закрытия петель. Очень хороший способ. У меня на канале есть подробно, как закрывать таким способом. И наглядно я вам сейчас покажу, как это делать. Не провязанную петлю я протягиваю через провязанную и вытягиваю ее, сбрасывая со спицы, возвращаю обратно. И повторяю то же самое. Все, одна сторона готова. Теперь приступаем ко второй стороне. Здесь точно так же мы набираем петли, но при наборе у нас же эта сторона не сшита, плечо будет открытым. Поэтому, когда будете набирать петли, начиная вот с этой стороны, то здесь объединяете перед и спинку и вяжете планку. После того, как связана будет планка пройм и с правой стороны, тогда уже выполняются боковые швы и остается только обвязать горловину. Край горловины обвяжем рачьим шагом. Рачий шаг увяжется слева направо. Берем ниточку, вводим крючок в первую самую начальную петлю и делаем 2 воздушных петли. И затем в каждую последующую петлю заводим крючок. Вот у нас следующая петля, мы заводим, захватываем ниточку, вытягиваем ее. И у нас получается 2 петли, так хорошо подтягиваем, они как бы перекручены. Видите, получается вот так вот. И провязываем эти 2 петли, выводя ниточку через них. Провязали. Дальше мы делаем то же самое. Вводим крючок в следующую петлю, вытягиваем нить и провязываем эти 2 петли. Следующая петля. Стараемся не затягивать. Петли вытягиваете хорошо. И давайте посмотрим, что у нас будет получаться. У нас получается вот такая вот обвязочка красивая.
Горловину я обвязала и дошла до петель спинки. Петли спинки я тоже обвязываю ращим шагом до того места, как начинается у нас открытая планочка для пуговиц. Горловина заканчивается здесь, но мы ее не объединяем, потому что здесь плечо должно открываться. На спинке я ввожу крючок не в каждую петлю, а через петлю. Я ввожу в лицевую. Если вводить в каждую петлю, то будет сильно растянуто. Поэтому я через петлю. Все, я дошла до нужного места. Теперь петлю эту закрепляем и прячем кончики. Все. Такая обвязка горловины очень красиво смотрится и имеет завершенный вид. Осталось мне связать эту сторону, сшить боковые части и пришить пуговки и петли. Навесные петли для пуговиц мы делаем на задней планке правого плеча при помощи цепочки из 5 воздушных петель. То есть мы отмечаем, где они у нас будут равномерно, и берем ниточку, вяжем цепочку. Ну, например, я вот здесь вот, да, буду делать. С изнаночной стороны это делаем. Раз, два, три, 4, 5. Например, 5 воздушных петель. И потом мы опускаем сюда же, можем ввести или рядышком, и закрепляем. Выводим на эту сторону, закрепляем петлю. У нас получается вот такая навесная петелечка. Но вы уже ее под пуговки, под свои обозначаете. Может быть, надо не 5, а 6 или наоборот меньше провязать воздушных петель. И вот таким образом она будет цеплять пуговки. Детали по бокам сшиваем трикотажным швом. Брючки начинаем вязать снизу и вяжем отдельно левую и правую брючину. Набираем на спицы 55 петель и вяжем один изнаночный ряд и затем лицевой ряд и изнаночный, то есть лицевой гладью 2 ряда. Далее мы вводим резинку, вяжем 2 сантиметра, у меня это получилось 4 ряда, и затем вяжем лицевой гладью. Лицевой гладью мы вяжем на расстоянии 14,5 сантиметров от планки. Затем все петли мы оставляем, я связала уже одну и вторую брючину. И теперь нам надо их объединить. То есть брючки мы вяжем без прибавок, без убавок, просто прямо. Внизу резиночка и прямо связали 14,5 сантиметров от планки. Теперь приступаем к вязанию верхней части брючек. Петли правой и левой брючин мы должны перевести на круговые спицы, при этом между ними для клина надо набрать по 8 петель. То есть с этой стороны будет у нас добор 8 петель, и с этой стороны будет добор 8 петель. Переводим петли на круговые спицы. Так, я пересняла все на круговые спицы и начинаю вязать ряд. Когда дойдем сюда, здесь будет прибавление петель.
Добираю петли я самым обычным способом. Как набираем петли, так я и добираю их. Восемь петель набрала и продолжаю вязать следующую штанину. При этом ниточка между наборными петлями и штаниной должна быть хорошо натянута. Подтягиваем ниточку. И объединяем дальше. Провязала петли второй брючины и точно так же добираю петли. 8 петель. Теперь нам надо замкнуть в круг. Мы провязываем один ряд круговой. И в следующем круговом ряду мы уже будем выполнять убавки клина с обеих сторон. Я провязала один круговой ряд и всего на спицах 126 петель. Дальше мы вяжем следующим образом. У нас вот этот вот клин, мы должны его убавлять, сокращать. Поэтому один круговой ряд лицевыми мы прошли. И теперь следующий круговой ряд, это уже будет второй. В нем мы начинаем делать эти убавления. В каждом втором круговом ряду нам надо выполнить эти убавки клина 4 раза. Каким образом они делаются, сейчас я вам покажу. Мы провязываем второй круговой ряд до 8 вот этих вот петель, которые набраны, и будем делать убавки с обеих сторон. Я дошла до первого клина, и как делаются убавки. По правому краю клина нам надо петлю перед клином снять, как при лицевом вязании, потом одну петлю клина провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю. То есть мы делаем протяжку. А по левому краю клина последнюю петлю клина провязать со следующей петлей вместе лицевой. Итак, давайте провяжем. Сделаем первое убавление, значит петлю снимаем и первую петлю клина провязываем как лицевую и протягиваем через снятую петлю. Дальше вяжем петли клина. До последней петли. И последнюю петлю мы провязываем с первой петлей штанины. Провязываем 2 петли вместе лицевой. Все, дальше мы вяжем петли второй штанины и делаем точно такие же убавления в следующем клине. Я сделала первое убавление, и таким образом мы делаем еще 3 убавления. То есть мы провязываем ряд без убавления, а следующий ряд с убавлениями. Я закончила делать убавки клина, сделала 4 раза, и в итоге все 8 петель, которые мы набирали в начале, они у нас сократились. Для удобства вы поставьте маркер перед началом убавок. То есть 4 петли, маркер 4 петли. И точно так же с этой стороны. И после всех убавочек у вас на спицах будет столько же петель, сколько и было в начале, 110 петель. Теперь вот эту вот штанину мы должны поделить пополам. У нас на штанине 55 петель. Мы должны среднюю петлю, серединку боковых швов отметить. Дальше мы продолжаем вязать по кругу, и для боковых скосов нам надо убавить по вот этим меткам, которые мы поставили, в каждом 7-м круговом ряду 4 раза по одной петле. 4 раза с этой стороны и 4 раза с этой стороны. В итоге мы убавим всего 8 петель, и в итоге на спицах у нас останется 102 петли. Вот это вот у меня начало вязания. Отмечено тоже маркером.
И когда я буду доходить до вот этого вот места, то с этой стороны я буду делать убавление с наклоном вправо, то есть 2 петли вместе провязывая. А с этой стороны я буду после маркера делать убавление с наклоном влево. С наклоном влево это протяжка. Давайте один ряд провяжу. Вяжем до метки и одну петлю оставляем не провязанной. Теперь петлю, которая помечена маркером, и петлю перед ней мы провязываем вместе лицевой петлей. И маркер мы уже помечаем на этой петле. Вяжем дальше. Доходим до петли, помеченной маркером. И теперь мы провязываем вместе с петлей, которая после этой петли, помеченной маркером. И делаем это в виде протяжки. Петлю снимаем, провязываем следующую лицевую и протягиваем ее через снятую петлю. Маркер мы переснимаем на петлю, которая у нас получилась. Все, мы сделали одну убавку для боковых скосов. Довязываем ряд до конца. И следующее убавление мы делаем в 7 круговом ряду. И таким образом мы делаем 4 раза с обеих сторон. Итак, я сделала все убавления по бокам. На спицах у меня 102 петли. И надо провязать еще прямо, пока не будет 29 сантиметров от планки. Сейчас у меня 25 сантиметров. Получается, я еще вяжу 4 сантиметра прямо без каких-либо прибавлений и убавлений. Я связала 29 сантиметров от планки. На спицах 102 петли. И теперь нам надо разделить наше вязание на две части, то есть на переднюю и заднюю часть. И 51 петлю передней части брюк оставляем на спице и продолжаем вязать укороченными рядами на 51 петле задней части брюк. Для этого нам надо будет в каждом втором ряду с обеих сторон оставлять по 3 петли 3 раза. Укороченные ряды я буду выполнять при помощи немецких укороченных рядов через 31 сантиметров от планки. На всех петлях будем вязать резинкой. То есть мы объединим потом все петли в круг и будем заканчивать наши штанишки. Маркерами я выделила переднюю и заднюю часть. Здесь у меня будет задняя часть, и сейчас мы будем вязать до маркера, до последних 3 петель. Вяжем лицевыми петлями. До точки разворота, до последних 3 петель. Теперь мы переворачиваем работу на изнаночную сторону. И первую петлю мы снимаем как изнаночную с нитью перед работой. Ниточка у нас вот здесь вот. Мы снимаем петлю и натягиваем ниточку над спицей. Сняли и натянули нить. У нас получается двойная петля. Дальше мы продолжаем вязать изнаночными петлями. И вяжем уже не до середины, откуда я начинала вязание, а вяжем до вот этого вот маркера, до начала задней части штанишек. С изнаночной стороны мы тоже вяжем до точки разворота, до последних 3 петель. И переворачиваем работу на лицевую сторону.
На лицевой стороне вот эту вот первую петлю мы должны тоже снять как изнаночную. Нить мы заводим перед работой и снимаем, захватывая за заднюю стенку. При этом натягивая нить над спицей. И у нас получается опять двойная петля. Дальше мы вяжем лицевыми петлями. Теперь мы вяжем до вот этого вот маркера, где делали мы разворот. Только разворот мы уже будем делать перед вот этой вот двойной петлей. 3 петли оставляем и делаем разворот. Я провязала петли до 3 оставшихся петель, которые расположены перед двойной петлей. И теперь мы опять переворачиваем работу. Это у нас уже будет второе убавление. Снимаем петлю как изнаночную и нить натягиваем над спицей. У нас получается двойная петля, и опять мы вяжем изнаночные петли до второй стороны. Точно так же мы доходим до 3 оставшихся петель перед двойной петлей, только уже это с изнаночной стороны, и переворачиваем работу на лицевую сторону. И повторяем таким образом еще раз. А вот двойная петля, вот 3 петли перед этой двойной петлей. Переворачиваем работу, снимаем петлю как изнаночную нить перед работой, снимаем и заводим ниточку назад. Вяжем еще один ряд. Я оставила 3-й раз петли, и теперь вяжем лицевыми петлями по кругу. У нас с этой стороны укороченные ряды и с этой стороны укороченные ряды. 3 раза по 3 петли мы оставили. Следующий ряд мы вяжем лицевыми петлями, и через ряд уже будем вязать резинку. При этом двойные петли, которые у нас образовались, мы провязываем вместе. Вот наша первая двойная петля. Мы заводим спицу. Она как бы двойная, но она у нас одна. Мы заводим спицу в нее и провязываем. И хорошенечко подтягиваем ниточку и вяжем дальше. Доходим до следующей петли, точно так же ее провязываем, подтягиваем. И до 3-й. Провязали, подтянули. Вяжем дальше по кругу. У нас вот такой вот идет наклон, то есть ряды мы укоротили. С другой стороны мы тоже провязываем двойные петли за передней стенки, заводя спицу с этой стороны и хорошенечко подтягивая. Вот так вот у нас выглядит эта петля. Заводим, подтягиваем. Все, я дошла опять до середины работы.
до маркера, откуда начиналось наше вязание. И теперь будем вязать резинку. Резинку мы вяжем одну лицевую, одну изнаночную петлю. Провязываем 2 сантиметра. Затем, после того, как провязали 2 сантиметра, вяжем один ряд изнаночными петлями. Это будет линия сгиба. И вяжем еще 2 сантиметра резинкой. Затем все петли закрываем. И резинку мы подшиваем. Она у нас будет двойная. Я связала резинку. Затем один ряд изнаночными петлями провязала и связала вторую часть резинки. Теперь нам надо закрыть все петли, и для кулиски резинку надо отвернуть на половину ширины на изнаночную сторону и пришить, оставив открытым участок в конце работы для того, чтобы продеть эластичную тесьму. После того, как вденете эластичную тесьму, надо зашить этот открытый участок, который вы оставили. Я буду по открытым петлям пришивать иглой. Можно сразу вшивать тесьму. Можно точно так же в конце работы, когда уже закроете все петли, пришьете, эту тесьму вдеть. Итак, я отметила маркером начало. У нас идет петля вот. С этой стороны она лицевая, с этой стороны она изнаночная. Нам надо пришивать друг к другу. Если вы будете пришивать точно так же иглой, как и я, то начинаем с того, что вводим иглу вот в эту петлю. Затем подхватываем следующую. Вот у нас идет следующая петля. Только не снизу, как я подхватила, а сверху. Вытягиваем. Ниточку оставляем где-то в 3 раза больше по окружности. Сейчас мне этот маркер немножко мешает. Я его, наверное, сейчас уже сниму. Так, продели. И здесь мы подхватываем петлю вот с этой стороны. Заводим иглу и протягиваем. И снимаем эту петлю. Подтягиваем. И дальше таким же способом мы сначала вводим в ту петлю, которую мы уже протянули иглу, и следующую. С этой стороны мы подхватываем петлю предыдущую и следующую.
Протягиваем ниточку и спускаем петли. Давайте посмотрим, что у нас получается. Не видно шва, и с этой стороны тоже все аккуратно и не видно ниточек. Я почти пришила резинку. Остается небольшое расстояние, и уже мы можем брать эластичную тесьму и продеть ее в кулиску. При помощи булавочки или у меня маркер остренький подхватываем тесьму и продеваем сквозь кулиску. Длина тесьмы у меня 47 сантиметров. Всего по схеме у нас 11,5 по полштанины получается. Это 23 и плюс 23. 46. И 1 сантиметр я прибавляю для того, чтобы мы могли сшить два края вместе. Продеваем. Дальше. Если у кого-то нету тесьмы, то можно связать шнурок и продеть в кулиску. Итак, я продела резиночку, и теперь берем и сшиваем два края обычной иголочкой и обычной ниткой. Все готово. Теперь мы распрямляем и заканчиваем пришивать резинку. Вводим ниточку под низу. Кому удобно, можно вот таким вот образом делать. Не сразу подхватывать, а по одной петле. Затем с этой стороны мы подхватываем петлю предыдущую и со спицы, которая слева, скинули, подтянули. И пришиваем до конца. Все, ниточку закрепила и прячем ее в полотно. Все, наши штанишки готовы. Здесь за счет укороченных рядов сзади немножко выше, спереди немножко ниже. И нам осталось выполнить шаговые швы, боковые швы и постирать их. Если у вас нет тесьмы, то можно связать шнур, как я уже говорила. Шнур вязать несложно, очень легко. Для этого нам понадобится 2 спицы, но не круговые, а чтобы были без лески. И берем ниточку, набираем 4 петли. Можно 3 или 4 петли, в зависимости от того, какую вы хотите ширину шнурка.
я набираю 4 петли. Спицы у меня такого же размера, как и вязала штаны, номер 4. После того, как я набрала, мы переводим на эту сторону и вяжем лицевыми петлями. Провязали ряд, подтянули, опять переводим на эту сторону и вяжем лицевыми петлями. Продолжаем так вязать столько, сколько нам надо. У нас получается такой вот полый шнурочек. За счет того, что ниточка постоянно с этой стороны на эту возвращается. Я провязала пару сантиметров. Вот у нас такой получается шнурочек. Внутри как бы пусто. Мы как бы вяжем по кругу, получается. И каким образом закрепляем? Мы берем, отрезаем ниточку. Берем иголку и продеваем нить через все петли. Вот она у нас на этой стороне осталась, а мы начинаем продевать с этой стороны. Не провязываем, а уже просто продеваем и затягиваем. Затянули и прячем вовнутрь. Заводим иголочку и прячем ниточку вовнутрь шнурка. Все. Затем мы обрезаем ниточки. Если у вас длинный шнурок, то можно в конце как бы сделать узелок. Ну, у меня здесь маленькое расстояние, я узелок не сделаю. Для того, чтобы еще больше закрепить кончик. Все. Я для этих штанишек шнурок вязать не буду. Но для тех, кто не найдет тесьму, то оптимальный вариант сделать шнурочек. Продевать его тоже несложно, тоже берете или маркер остренький, или булавочку и протягиваете, вытягивая с этой стороны и с этой наружу.